Друзья, сегодня к нам на тестирование попала дизайнерская модель Edifier под собственным именем Spinnaker, или называется она E30 по-русски. Посмотрим содержимое упаковки, рассмотрим ее особенности, узнаем, для кого она предназначена, как звучит, как устроена. Вот все, что удалось извлечь из картонной упаковки. Прежде всего запакованная в пенопласт, сами колонки. Мы видим, что колоночки дополнительно упакованы в некие чехлы тканевые, которые служат, видимо, защитой в основном от пыли, потому что покрытие этих колонок очень и очень красивое, тканевое. Здесь пластик. Вот такие вот красавцы. Вот активная колонка. Активная колонка такая же, как пассивная. Мне они достались красного цвета. Вообще они выпускаются в нескольких цветах. В частности, я видел черные. Вот входные клеммы. Я, пожалуй, размещу крупные фотографии, чтобы вы могли рассмотреть. Очень мягкая резина на донышке, тоже призвана, очевидно, как и ножки у других колонок, чтобы они не скользили по поверхности. Далее комплектация. Блок питания. Пульт дистанционного управления. Зарядка от мини-USB, микро-USB. Кабель, соединяющий пассивную и активную колонку, 6-проводной. Ну, как водится, книжечка, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, какие-то гайды, возможно, какие-то рекламы. Об этом позже. Еще нам достались кабели для подключения аналогового сигнала традиционный, 3,5 мм мини-джек золотистый с двумя RCA разъемами на конце. И микро-USB кабель, знакомый всем нам как зарядка для телефонов. И последний — это оптический кабель Toslink с переходником под определенный вид Toslink. Кому-то, возможно, это окажется очень нужным. Рассмотрим строение колонок. Признаться, такой красоты у меня на столе не бывало. Не бывало, но не такой. Не такой красивый. Рассмотрим, что Edifier декларирует на эту акустическую систему. Очевидно, что она дизайнерская. И по надписи Edifier US.com очевидно, что она нацелена на американский рынок в основном. Вообще я вам скажу, что наш славянский, назовем это так, рынок акустических систем больше тяготеет к колонкам массивным, деревянным и громоздким и мощным, в отличие от европейского и американского рынка, да и азиатского тоже, которые тяготеют к изящным пластиковым системам, желают, чтобы системы занимали меньше места, поэтому более популярны модели с сабвуфером, трифоники так называемые. А мы, видите ли, хотим за те же самые деньги купить мощнее, здоровее и из дерева, чтобы. И это очень правильно, друзья мои. Это очень хорошо соответствует к требованиям к акустическим системам. В том плане, что из массивных, деревянных, тяжелых, огромных колонок значительно легче получить звук высокого качества, чем от изящных пластмассовых, не знаю, как это сказать, мыльницы колонок.
Я не знаю, когда я слушаю, не знаю как вы, но когда я слушаю звуки с пластиковых трифоников, мне кажется, что я пластмассовой ложкой кушаю что-то. Итак, что эти колонки умеют? Они имеют Bluetooth подключение, они имеют оптический порт для подключения источника сигнала и аналоговый порт подключения источников сигнала. Причем они совмещены в одном разъеме, я покажу позже. Уникальный дизайнерский дом-шейпед, дизайнерский пульт дистанционного управления. Рассмотрим его функции позже. В колонках используется DSP, Digital Signal Processing, отдельное 6-канальное усиление. То есть колонки трехполосные, друзья мои. 3 динамика в каждом из этих корпусов находится. Я об этом потом о строении позже расскажу. Итак, DSP с усилителями класса D. Выход на сабвуфер предусмотрен. Ну и триампинг это следует из того, что они трехполосные в исполнении DeFi. Итак, насчет параметров, которые заявил производитель. Это на высокие частоты 10 Вт на каждый динамик. На средние частоты тоже 10 Вт на каждый динамик. И на басовые динамики по 25 Вт. При искажениях менее 0,5%. Отношение сигнал-шум более 90 dBA, то есть децибел, взвешенных с фильтром А. Частотный диапазон от 50 Гц до 23 кГц в уровне минус 10 дБ. Такая славная оговорка. И более корректно написано 68 Гц-20 кГц при плюс-минус 3 относительно референсной оси. То есть, видите, как хорошо указано, что хорошо слышимый диапазон они оговорили как в уровне минус 10 дБ от 50 Гц, а линейный именно участок 68 Гц 20 кГц. Ну, мы это можем рассмотреть прямо сейчас, это очень несложно. Вот АЧХ этой системы. Я не буду вас утомлять измерениями, да и не мои это измерения, а их предоставил, собственно, производитель. Невероятная линейность в звуковом диапазоне частот начинается от 100 Гц до 100 Гц. Есть небольшой холм, который, впрочем, можно исправить, очевидно, коррекцией низких частот. Да и потом комната добавит все, что ниже. Но частотный диапазон плюс-минус 3 дБ, да, как они заявляют, от 68 и 70 Гц, это вообще полка, можно сказать. Очень неплохой параметр. Но не забывайте, друзья мои, что мы говорим о дизайнерских акустических системах. Далее о параметрах. Кроссовер, частоты раздела кроссовера 135 Гц и 3,2 кГц. Разделение каналов 45 dBA. Входная чувствительность 800 мВ. Но это очевидно по единственному аналоговому входу. Динамики примененные. Пищалочки 0,75 дюймов, ну 3/4 дюйма, 19 мм, шелковые купольные твиттеры, магнитное экранирование применено. 4 Ом. Среднечастотный динамик 2 и 3/4 дюйма, тобто 70 мм, тоже магнитоэкранированное, 4 Ома. Басовый динамик 4 дюйма, то есть 116 мм, магнитная защита и 6 Ом. Типы входных сигналов: AUX, то есть аналоговый сигнал, Bluetooth и оптика. Аудио, выходы, выход для подключения внешнего сабвуфера. Беспроводное дистанционное управление, универсальный блок питания импульсный, я его уже подключил. Боди, интересно, боди, тело, то есть корпуса. По габаритам 140 мм на 413 мм на 189 мм. Ну, то есть, если это о этих колонках, то 413 мм в высоту, вот 30-сантиметровая линейка, вы видите. Короче говоря, они смотрятся очень гармонично с этим монитором. Он 27 дюймов и выглядит довольно неплохо. Конечно, эти колонки не предназначены для
таких студий или офисов, как у меня, в котором вы сейчас находитесь. Это для серьезных интерьеров, об этом мы тоже поговорим позже, хотя, впрочем, можно показать и сейчас. Что они декларируют? Вот в этом смысле, в этом случае эти колонки имеют смысл в таких интерьерах. Об этом позже. Еще в одном описании я нашел ссылку, что вес колонок 4,3 килограмма, полный вес 5,3 килограмма, это в упаковке. Рассмотрим схему электроники усилителей этой акустической системы. Кстати, на схеме они называются как сейл, то есть я так понимаю, что это имеется в виду яхта. Да и в самом деле колонки очень похожи на яхту, на парус. В их дизайне прям читается, что это аналогия с яхтой. Также я видел в картинках подобное упоминание. Вот, например, такой вот ракурс, который демонстрирует мнение дизайнера этих колонок, человека, который их разработал. Кстати, прекрасный совершенно конструктор, я его знаю. Вот яхта тоже нарисована с тем, чтобы предложить ассоциативный ряд. Конечно, это яхта, это не рога, дорогие друзья. От скотоводства я далек достаточно, не знаю. От моря, впрочем, тоже навсегда мечтал о море, но мне лично эти колонки именно напоминают яхты. Итак, вернемся к схеме. Схема этих акустических систем построена на оконечных усилителях ТАС-5342. Управляется это все контроллером STM, примерно так же, как в линейке Studio. Аудиопроцессор использован ТАС-5508. PCM1851, если кому-то интересно, аналого-цифровой преобразователь. Очень много стабилизаторов, питающих напряжение. Модуль Bluetooth. Особенностей других схем не имеет. 3 ампинг, то есть 2 корпуса конечных усилителей четырехканальных. Все это организуется в 6 усилителей. По одному на средней высокочастотной динамике и по 2 в мостовой схеме на низкочастотной динамике. Людей иногда спрашивают, откуда я беру схему. Мне схему предоставляет тот, кто предоставляет колонки, то есть представительство Edifier в частности. Это не только схемы, это и мануалы по ремонту зачастую. Например, как выглядит мануал по устройству, ремонту и обслуживанию пульта дистанционного управления от этой системы. Я его поставил на зарядку, потому что он был едва заряжен, когда сейчас его включил. Вот как выглядит эта инструкция. И да, эти инструкции не по-русски. Не по-русски, ребята. То есть надо владеть какими-то языками для того, чтобы их читать. Хотя, с другой стороны, на схемах это особенно правило не распространяется. А конструкция, друзья мои, вот такая. На этом рисунке вы видите разрисованные, скажем так, колонки. Я их разбирать не буду, хотя на самом деле видел их разобран. По крайней мере, при мне их разбирали, да и на фабрике я их видел, не суть. Итак. Пищалочка, среднечастотный динамик вы видите на картинке. И вы видите, вот установлен низкочастотный динамик. Низкочастотный динамик, который смотрит вниз. Здесь он закрыт и имеет выхлоп в стороны. Выхлоп вот здесь из решетчатого закрытого гриля. На него ткань натянута. Исходят низкочастотные звуки, а эти звуки исходят просто здесь из-под накладки. Вот так вот они устроены. Динамички, примененные по их сопротивлению параметрам, мы уже читали в описании. Но вот низкочастотный динамик 4-дюймовый, среднечастотный динамик, сколько там, 2,3 дюйма, и высокочастотный купольный динамичек, сколько он, 19 миллиметров, по-моему. Ну да, 19 миллиметров, 3/4 дюйма.
Немножко остановимся на способе подключения колонок. Сейчас я их буду подключать. Для этого возьмем колонку и в соответствии с этим рисунком, я надеюсь, тут видно, будем подключать. Мы видим, что необходимо соединить пассивные и активные динамики с помощью вот этого кабеля. Длина кабеля небольшая, 1,80 м, насколько я понял. Колонки предполагается расставлять на именно этом расстоянии, не больше. Это не потому, что они ограничены по стереобазе. Я думаю, нет. Я думаю, что это исключительно подчеркивает дизайнерская направленность этой акустической системы для того, чтобы использовать ее в ближнем поле. Ну, как максимум вокруг телевизора, как это было на рекламном ролике там, ну, картинке. Ну вот, примерно так. Теперь, я так понимаю, на них нужно подать питание. Было бы логично. Мы видим, питание вот подается. И выводится наружу. И, в общем-то, можно было бы включать, но хорошо бы подать на нее еще и сигнал. Для этого нам понадобится кабелечек. Для подключения к аналоговому источнику сигнала нам понадобился кабель с мини-джеком 3,5 мм. Он подключается в гнездо, совмещенное с гнездом оптики. Редкий вид подключения, однако мы справились. Установим колоночки. Я установил, наконец мне удалось расставить колоночки по местам. Вы видите, как они смотрятся на моем столе в безобразном достаточно помещении для таких интересных акустических систем. Включим их, посмотрим, на что они способны. Сейчас уровень звукового давления очень высокий. Действительно очень высокий. Движение воздуха от фазоинвертора вперед направлено. Можно сказать, что и в коридоре хорошо слышно эту музыку. Благодаря цифровым усилителям они не греются, поэтому вы не видите радиаторов, хотя они там на самом деле есть внутри. Делаю чуть потише. Все равно YouTube пережмет, и вы не услышите там прям какого-то особого грохота. Вот так вот играет Spinnaker. Играет очень достойно. Я бы сказал, играет идеально. Может быть, не хватает самого глубокого базиса, который дается буфер. Однако даже грудью чувствовались удары барабанов в предыдущей композиции. Это очень круто, очень здорово, очень детально. Учитывая, что в колонках есть выход на сабвуфер, то с их помощью можно создать практически любую звуковую картину, любой баланс. И для любителей басов, и для любителей
средних частот, голосовых частот, инструментальной музыки. Возможности у них действительно огромные. Хорошо, однако расскажу я о устройстве колонок еще что-нибудь. Акустическое оформление низкочастотного динамика модели E30 – это закрытый ящик. У нее нет порта фазоинвертора. Здесь нет отверстий никаких, через которые бы дул воздух. Резонатор выполнен, как я сказал, в оформлении закрытый ящик. Посмотрим импеданс. Вот импеданс низкочастотного звена, его настройка около 83 Гц. У других динамиков, в частности, настройки следующие. Низкочастотный динамик вот так настроен. Среднечастотный динамик имеет тоже закрытый ящик, около 180 Гц настройки. Твиттер имеет резонанс на 1600-1700 Гц предположительно, но это уже не имеет особого значения. Зато это говорит о прекрасных переходных характеристиках на низких частотах, отсутствие гула, подгуживаний, которые свойственны портированным оформлениям. То есть у этих колонок бас будет артикулированный, акцентированный, плотный, тугой и довольно быстрый. Если разобрать колонки, мы можем увидеть следующее. Это снятая крышка коммутации, как вы поняли. Мы видим плату, первую плату и басовый динамик под ней. Далее плата, собственно, коммутации. Вот вы видите басовый динамик. Вот, собственно, басовый снятый динамик. Далее тоже он же. Далее вы видите, торцом стоят две платы. Это блок питания, который используется с этими акустическими системами. Это гражданин, который наслаждается, видимо, заслуженно звуком. На картинку не обращает внимания, и правильно, мы тоже сегодня собрались оценивать именно звуки. Вот так вот построены эти акустические системы. Напомню, что эти колонки могут подключаться по оптическому интерфейсу, аналоговому, как сейчас мы подключились, и Bluetooth. Bluetooth особенностей не имеет, определяется как спиннекер. Но хотя я могу, в общем, это сделать и подключиться. Пару слов о подключении Bluetooth. На кончике активной колонки вы можете увидеть индикатор зеленого цвета. Он меняет цвет на красный в случае подключения по оптике, и он меняет цвет на синий в случае подключения по Bluetooth. По Bluetooth попробую вам показать, как я подключу их к своему телефону. Включаем Bluetooth. Появляется Edifier Spinnaker, коннектится. Включаем музычку. И регулятором громкости выставляем желаемую громкость. Звучание ничем не хуже, на первый взгляд, от подключения по аналоговому интерфейсу. Но на самом деле мы знаем, что Bluetooth это более упрощенный способ подачи сигнала, и эксплуатировать его имеет смысл только в качестве фоновой музыки, ознакомительных целях и так далее. Выключаю Bluetooth. По этой функции все. Это далеко не все функции, которые поддерживают эти колонки. Подробно все написано в мануале, на русском языке он поставляется, поэтому не вызовет никаких трудностей у пользователей. Я же обращаю внимание только на технические особенности этих колонок.
о них рассказываю вам, потому что это редко можно услышать, инженерный обзор. Послушаем еще немного музыки на этих колонках и попробуем определить их назначение. Итак, на самом деле, на мой взгляд, они предназначены для солидных интерьеров в первую очередь. То есть вряд ли это будет уместно, эти колонки, в студенческом общежитии где-нибудь. Конечно, когда все в комнате, в квартире, в доме нацелено на поддержание стильного какого-то дизайна, выверенного, недешевого, прямо скажем, эти колонки имеют место. Для любителей басового баланса можно к ним подключить сабвуфер, можно его спрятать, чтобы он не портил тот же самый интерьер. И тогда будет внешний вид приличный, разработанный довольно серьезным дизайнером. А внешний вид будет поддержан еще и достаточно глубокой и очень детальной музыкой, музыкальным сопровождением. Стоимость этих колонок также указывает на то, что это не бюджетная линейка. Вообще Edifier стремится занять нишу достаточно дорогих систем. Edifier стремится занять нишу дорогих акустических систем, и это ему, можно сказать, удается. Звучанию этих систем придраться очень тяжело. То есть здесь все на месте, и высокие, и низкие, среднечастотный диапазон проработан как надо. Ну вот в частности. Инструменты слышны очень точно, по местам, расставляют сцену прямо у моего рабочего стола. Басовую подпорку, как мы говорили, можно организовать. Очень хорошая, точная, классная акустическая система и очень красивая. Parus, Seal, Spinnaker. И-30 они называются на самом деле, если кто встречает их в каталогах. Успехов вам, друзья! Перейдем к другим обзорам.